Акулы существуют уже сотни миллионов лет. Они появились в летописи окаменелостей еще до того, как появились деревья. Но из чего же они произошли? Являются ли они живыми ископаемыми? И как пережили 5 массовых вымираний? Давайте отследим эволюционную историю акул и узнаем, как они пришли к своим современным формам. 450 миллионов лет назад, в силурийский период, акулы впервые начали развиваться как уникальный вид. Океан был наполнен разнообразными костными рыбами. Одна из этих рыб, акантода, была совсем не похожа на акул, с шипами на плавниках и питалась планктоном. Но зато у нее был хрящевой скелет, а также череп и челюсти, характерные для акул. Поэтому ученые считают, что эти рыбы являются первыми предками современных акул. Около 400 миллионов лет назад начался Девонский период. Именно тогда появились макмурдот и леонодус. Ученые предполагают, что они были больше похожи на угрей, чем на акул. Другими акулообразными рыбами этого периода были антарктиламна и ксенокант. Они тоже были похожи на угрей, с округлыми мордами и длинными сужающимися хвостами. В конце Девона появилась кладоселахия. Это были первые рыбы, несущие основные черты строения акул. Вытянутое тело достигало 2 метров в длину. Количество жаберных щелей от 5 до 7. Имелись широкие грудные и 2 спинных плавника. И раздвоенный хвост. Но у этих доисторических акул все еще была круглая морда и тонкие челюсти. Рот находился выше, чем у современных акул. А чешуи не было вовсе, только тонкая, хрупкая кожа. Около 360 миллионов лет назад наступил каменно-угольный период. В это время акулообразные рыбы стали доминировать в океанах. Начался их золотой век, эпоха максимального разнообразия. Этот период породил множество причудливых форм доисторических акул, таких как стетокант с его уникальным спинным плавником в форме гладильной доски. Верх плавника и макушка головы были покрыты шероховатой чешуей. Фалькат, по прозвищу акула-единорог, имел большие глаза и изогнутый, обращенный вперед придаток вместо первого спинного плавника. И евгениодонты. Их отличительная черта – необычное строение зубов. У геликоприонов зубы на нижней челюсти заворачивались в спираль. У пары геликоприона зубы выглядели как изогнутые режущие лезвия. У эдеста зубы напоминали ножницы. Он мотал головой вверх и вниз, нанося режущие раны своей добыче. Около 200 миллионов лет назад начался юрский период. В это время жили лессодус и парацестракий. Оба были небольшими акулами, питались моллюсками и аммонитами. Уникальной причудой той эпохи было появление рогатой акулы, такой как гибодус. У нее было небольшое тело, 2 спинных плавника с шипами и 2 разных вида зубов. Острыми она ела рыбу, а плоскими раздавливала раковины моллюсков. А крупнейшей акулой того времени был астеракант. Именно в юрский период у большинства акул появились рты под мордой, а также начали развиваться гибкие выступающие челюсти, чтобы они могли атаковать и поедать более крупную добычу. У них также появились хвостовые плавники, которые позволили им плавать быстрее и эффективнее. А потом наступил меловой период. Возникли глубоководные акулы, похожие на современную акулу-гоблина. Появились и первые фильтраторы. Эти акулы были до 6 метров в длину и имели маленькие зубы. Аквилоламна. У этой акулы было торпедообразное тело и хвост, как у большинства акул. Но еще была пара чрезвычайно длинных грудных плавников, поэтому ее и назвали орлиной акулой. В меловой период были акулы, которые по очертаниям тела напоминали современных белых акул. Все были активными хищниками, но крупнейшей акулой мелового периода был ктихот, достигавший 10 метров. Около 60 миллионов лет назад наступила кайнозойская эра. В это время развились многие виды акул, в том числе предки лисьих акул и вероятный предок большой белой акулы. В кайнозойскую эру акулы начали увеличиваться в размерах, что привело к появлению самой известной доисторической акулы – мегалодона. Это был самый большой океанский хищник из когда-либо существовавших. Его длина достигала 17 метров, что эквивалентно длине фуры,
а вес более 40 тонн. Это совокупный вес 8 слонов. Мегалодон означает «большой зуб», потому что зубы чудовища достигали 12 сантиметров. Это как ладонь человека. Сравнение мегалодона с современной большой белой акулой показывает, насколько огромными были эти древние хищники. Их добычей в основном были киты. Ну и завершим наше путешествие самой узнаваемой акулой в мире. По мнению ученых, предок акул-молотов, вероятно, появился около 20 миллионов лет назад с головой нормальной формы. Далее молот развивался, постепенно расширяясь в стороны на протяжении миллионов лет. В настоящее время в наших океанах плавает почти 500 видов акул. Однако с каждым годом ученые находят все больше новых видов, поэтому никогда не знаешь, какие уникальные эволюционные черты мы обнаружим в следующий раз.